Сегодня мы в местечке Муромцево. Удивительная усадьба, некогда знаменитая. Современники называли ее Царской. Кто-то называет мини-Петергофом, кто-то даже Версалем. Действительно, место удивительное, наполненное красотой, свежестью, обаянием Владимира Семеновича Храповицкого. Именно он, последний создатель этой усадьбы. История усадьбы с XVI века, по летописям известна, менялись ее хозяева, но такого расцвета она достигла в конце XIX – начале XX века. Замок удивительной архитектуры, замковый стиль. Здесь смешаны разные стили архитектурные. Здесь и неоренессанс, французский дворец, и неоготика, шотландский замок. Все это архитектором Петром Самойловичем Бойцовым соединено воедино. Такого вы больше нигде не найдете. Это в единственном экземпляре. Поэтому посетить это место нужно обязательно. Оно напитано такой атмосферой уюта, тепла, несмотря на все, что здесь произошло. Ведь разрушили усадьбу не так давно, буквально 30 лет назад. Все это началось вот с нашей перестройкой. Страна менялась, жизнь в стране менялась. И вот такая бесхозяйственность получилась. Ну вот приходится возвращаться к этому, да, от уникальности и до руин. Но так сложилась судьба этой усадьбы. Мы все вместе с вами будем надеяться, что судьба ее развернется в другую сторону, в сторону счастья, благоденствия, что здесь будет расцвет, а также будет благоухать парк, цвести сады, возродятся и оранжереи, которые здесь были, питомники. А ведь мы говорим больше об архитектуре, но здесь еще уникальный парк в свое время был с водными каскадами, с бассейнами, фонтанами, уникальными деревьями редких пород, парк дендрарий. Сегодня парк понемножку оживает. Возрождаются традиции в усадьбе. Мы слышим с вами издалека стук молотков. Это строится сцена для концертной площадки. И здесь скоро каждую субботу будет играть духовой оркестр. Это будет возрождение, начало возрождения старой дворянской усадьбы. Заезжая в поселок Муромцево, мы сразу с вами встречаем удивительное строение, старинное, замковый средневековый стиль. Это хозяйственный двор усадьбы. С него начиналась усадьба. И многие, кто приезжал сюда, сразу поражались необычностью этого места, красотой открывающихся видов. Но это всего лишь навсего были хозяйственные постройки. Конный двор, скотный двор и каретный. А почему вдруг такие красивые, архитектурно интересные здания были построены Владимиром Семеновичем Храповицким? Есть некоторая легенда, что построил это он в споре со своим немецким другом, бароном. Кто-то сказал, что в России не могут строить красивых замков. Ну вот и Владимир Семенович Храповицкий ради спора построил эту конюшню наподобие дворца, замка своего друга, тем самым отомстив его за неправду, сказанную в адрес России. Но с другой стороны, есть второй вариант, что Владимир Семенович Храповицкий был очень большим ценителем, любителем животных, и в том числе лошадей. Были здесь прекрасные лошади, и вот эта конюшня, роскошная конюшня, служила домом для породистых рысаков Владимира Семеновича Храповицкого. В усадьбе было много гостей. Среди прочих развлечений был еще и пруд, местечко отдыха, барские пруды, на которых плавали маленькие ботики, парусная лодочка. И, как даже говорят свидетели, был и теплоход. А играла готическая аркада на другом берегу пруда, и там размещался тот самый музыкальный оркестр, играла музыка, а господа отдыхали. И гостей в усадьбе было большое множество.